Это произошло в 2019 году. Медиум, прошедший регистрацию в Европейском институте трансперсональных исследований, принял участие в частной научной сессии по наблюдению за состоянием сознания во время измененных состояний восприятия. Сеанс был инициирован группой исследователей, работавших в парадигме пограничных состояний между жизнью и смертью. Среди них неврологи, специалисты по эго-мониторингу, психоэнергоаналитики и независимые наблюдатели. Цель сеанса заключалась в попытке зафиксировать любую информацию, полученную медиумом, которая может быть объективно проверена. В качестве фокуса связи был выбран жетон военнослужащего, погибшего в закрытой операции несколько лет назад. Родственники дали согласие на участие, однако не разгласили никаких подробностей, ни точное место гибели, ни обстоятельства, ни даже истинную фамилию бойца. Жетон был очищен от биологического материала, упакован и передан группе без объяснений, чтобы исключить утечку информации. Сеанс проходил под контролем ЭЭГ и аудиофиксации в изолированном помещении с минимальным уровнем электромагнитного шума. Медиум был введен в трансовое состояние по методу Бине, без гипноза, с минимальным внешним воздействием. Через 23 минуты после начала сеанса он начал говорить. Речь была разорванной, но содержала несколько повторяющихся фраз, среди которых особенно выделялись координаты, название высоты и имена двух бойцов. Все это было зафиксировано в реальном времени, а позже расшифровано с точностью до фонемы. На момент сеанса ни один участник не имел доступа к архивам операции, поскольку они находились под военной блокировкой. Но спустя 3 месяца по запросу семьи был получен частичный доступ к рассекреченным данным о гибели бойца. Результат анализа шокировал даже скептически настроенных исследователей. Координаты, произнесенные медиумом, совпали с точностью до 2 метров с местом обнаружения тела. Название высоты соответствовало внутреннему обозначению, которое не фигурировало в открытых отчетах. А имена, упомянутые в трансе, были позывными двоих сослуживцев, погибших одновременно с основным субъектом. Ни один из этих данных не мог быть получен заранее, так как никакие метки или подсказки на жетоне не сохранились. Более того, физиологические параметры медиума во время произнесения этих фраз показали аномалии, близкие к состоянию гиперактивации височных долей. Эти зоны головного мозга часто ассоциируются с восприятием сверхличностных образов и модуляцией времени. Резкое понижение частот в бета-диапазоне, параллельно с усилением активности в тета-волнах, было зафиксировано синхронно с моментом появления ключевой информации. Это дало основание предполагать, что восприятие в этот момент происходило в необычных сенсорных каналах. После сеанса медиум отказался от последующих экспериментов, сославшись на внутренний шок и резонанс. Он заявил, что в момент произнесения фраз не осознавал, что говорит, он воспринимал не слова, а структуру информации, которая шла сквозь него, как импульс. Этот случай стал объектом отдельного закрытого доклада, представленного на Европейской конференции по изучению постсмертного сознания. Он не был опубликован в открытом доступе из-за конфликта интересов между научной и военной структурами. Но среди исследователей он получил неформальное название «Контакт-23» по количеству минут, прошедших до момента информационного скачка. С тех пор этот кейс используется как один из самых чистых примеров так называемого феномена закрытой информации. Это ситуация, при которой субъект получает данные, которые невозможно достать из памяти, логики или анализа, только из источника, не фиксируемого на физическом уровне. Многие интерпретируют это как доказательство того, что сознание умершего продолжает существовать и может быть достигнуто. Было бы ошибкой трактовать этот случай как подтверждение религиозных догм. Но он ясно показывает,
то, что мы называем смертью, не является стиранием личности. Сознание не уходит в небытие, оно переходит в состояние, в котором способно сохранять целостность, память, наблюдательность и даже волю к передаче информации. И если это так, то вопрос уже не в том, существует ли загробный мир, а в том, почему он до сих пор не принят в научной картине мира. Современная наука признает, человеческое сознание — это не просто продукт нейронной активности. Это явление, природа которого до сих пор не объяснена в рамках классической биологии. Некоторые ученые все чаще говорят, что разум — это не функция мозга, а структура, способная существовать отдельно. В 1996 году британский нейрофизиолог Роджер Пенроуз совместно с анестезиологом Стюартом Хаммераффом выдвинул гипотезу оркестрированной объективной редукции. Суть ее в том, что сознание формируется не на уровне нейронных связей, а внутри микротрубочек, субклеточных структур, взаимодействующих с квантовой реальностью. И если эта модель верна, то при смерти тела информация не исчезает, она выходит из биологического носителя. Другими словами, сознание не разрушается, а распаковывается из материи в иное измерение. Эта гипотеза прямо противоречит материалистическому взгляду, согласно которому все переживание — это химия и токи. Однако экспериментальные данные все чаще подводят к выводу, что смерть мозга — не конец восприятия. В 2014 году в медицинском журнале Resuscitation была опубликована серия наблюдений за пациентами, пережившими клиническую смерть. Один из испытуемых с остановкой сердца на 3 минуты в деталях описал события, происходившие в палате, хотя в это время мозг не подавал никаких электрических сигналов. Он воспроизвел диалог врачей, звуки оборудования и даже номер серийного кода прибора, висящего над головой. Ни одна из этих деталей не могла быть услышана ушами, он был в состоянии полной атонии. Это подтверждает ключевой факт: восприятие может быть отсоединено от тела, но не прекращается. Случай вошел в академическую литературу как объективный эпизод экстракорпорального наблюдения. Такие эпизоды описываются по всему миру. Тысячи людей после клинической смерти рассказывают не о туннелях и ангелах, а о холодном, ясном наблюдении за происходящим. Сознание не исчезает, оно выходит из тела и продолжает регистрировать окружающее. Но куда оно уходит после этого? Здесь начинается область, где физика сталкивается с метафизикой. Некоторые исследователи говорят о субпространственном хранении информации, как будто разум просто переключается на другую частоту. Физик Эрвин Ласло выдвинул теорию, что существует информационное поле, аналогичное квантовому вакууму, в котором сохраняется вся память всех существ. Это поле — своего рода космический реестр, к которому подключаются сознания после смерти. Оно не имеет формы, но имеет структуру, и с точки зрения нейрофизиологии потенциально может быть доступным. Медиумы, обладающие повышенной чувствительностью к измененным состояниям, фиксируют сигналы, совпадающие по содержанию с данными, недоступными им заранее. В этом заключается феномен закрытой информации, зафиксированный также в блоке 1. Если сознание умерших действительно может передавать сведения, значит, оно не просто сохраняется, а оно активно. Тогда кто они, те, кто остаются по ту сторону? Очевидно, что не все осознают себя в одинаковой степени. Некоторые случаи описывают присутствие осмысленного наблюдателя, другие — лишь фрагменты, вспышки, импульсы. Это напоминает фазу сна REM, когда мозг отключен от моторики, но полностью включен в собственную внутреннюю реальность. Возможно, смерть — это именно такая фаза, только бесконечно длинная и гораздо более насыщенная. При этом тот, кто осознает себя после смерти, способен взаимодействовать с миром живых. Он не может говорить напрямую, но может передавать образы, символы, вспышки мысли, которые улавливаются чувствительными операторами.
Это не призраки, а остаточная энергия сознания, которая не перешла в другой цикл или измерение. Некоторые остаются потому, что не завершили, не приняли, не отпустили. Феномен прикрепленных сознаний изучается в трансперсональной психологии с начала 80-х годов. По данным Стэнли Крипнера и Эдит Фьори, такие структуры проявляют себя как наблюдающие поля, иногда даже вмешивающиеся в сознание живых. Они невидимы физически, но способны вызывать всплески эмоционального фона, случайные импульсы страха и явные совпадения в снах. Это не мистика, а свидетельство того, что между мирами нет глухой стены. Есть тонкая мембрана, через которую возможны односторонние импульсы. Но не все готовы их услышать, не все способны понять, что это зов с той стороны. Сознание после смерти — это не привидение. Это поле, удерживающее структуру личности на квантовом уровне. И когда кто-то выходит на контакт, он не просто получает информацию, он подключается к разуму, который уже вне времени. Если сознание после смерти действительно продолжает существовать, возникает неизбежный вопрос, может ли оно что-то сообщить живым? И если может, зачем оно это делает? За последние десятилетия было зафиксировано множество случаев, в которых люди утверждали, им были переданы сообщения от ушедших, сопровождающиеся конкретными данными, предупреждениями и даже предсказаниями. Скептики объясняли это совпадениями, но многие эпизоды невозможно вписать в рамки случайности. В одном из известных случаев в Швеции в 2003 году женщина записала голос на диктофон, раздавшийся ночью без источника. На записи была дата и указание места. Через 2 дня на этом месте произошло наводнение, унесшее жизни 5 человек. Подобные сигналы классифицируются в парапсихологии как ИЦ, инструментальная транскоммуникация. Это не шизофренические галлюцинации, а зафиксированные прибором импульсы, возникающие вне диапазона обычных частот. Их сложно интерпретировать, но общая тенденция повторяется, они приходят в момент надвигающейся беды или необратимого события. Философ и инженер Константин Раудеви еще в 70-х годах записал более 70 тысяч звуковых фрагментов, содержащих короткие фразы, которые, по его словам, принадлежали ушедшим. Большинство из них были не личными, а предостерегающими. «Не ходи, опасность, время пришло» эти и подобные сигналы повторялись с пугающей частотой. И если предположить, что сознание после смерти не только сохраняется, но и продолжает наблюдать за нашим миром, становится понятно, почему оно стремится передавать предупреждения. Оно видит последствия, которые живые еще не осознали. И, возможно, его миссия — не дать миру повторить одни и те же ошибки. В последние годы в сеансах осознанного сна и в гипнотерапии начали появляться повторяющиеся фразы от якобы умерших родственников: «Мы не в покое, нас забыли, не так, как вам говорили». Это указывает на одну пугающую гипотезу: не все ушедшие перешли в состояние покоя. Некоторые застряли между уровнями реальности и продолжают воспринимать наш мир. Их не видят, но они здесь. Они не двигают предметы и не стучат в стены, они шепчут в сознание, прямо во сне, в медитации, в пограничных состояниях. Они не ищут внимания, они подают знаки. Научные модели, включая квантовую теорию восприятия, допускают возможность так называемой ретрокаузальности, когда информация может идти не только из прошлого в будущее, но и наоборот. И если это применимо к полю сознания, тогда сигналы с той стороны — это не просто эхо, а волны, идущие из будущего опыта умершего. Они предупреждают нас о том, что они уже пережили, и хотят, чтобы мы не повторили этого. Некоторые медиумы говорят о закодированных посланиях, которые повторяются во снах у разных людей, незнакомых друг с другом. Это тексты, символы, даты, фрагменты лиц и голосов. Возможно, это попытка выстроить мост, канал связи,
пусть даже на бессознательном уровне. Феномен общего сновидения, когда два человека видят один и тот же сюжет в одну и ту же ночь, также связан с предположением о существовании поля коллективной информации. И если умершие способны подключаться к этому полю, они могут влиять на наше восприятие, не нарушая свободы воли. Но для этого они нуждаются в фокусе, в человеческом сознании, готовом услышать. Один из самых тревожных вопросов: почему значительная часть сообщений с той стороны тревожны? Почему почти нет описаний спокойствия, радости, умиротворения? Потому что, возможно, именно те, кто не ушел до конца, и стремятся к передаче, как к последнему акту присутствия. Некоторые исследователи считают, что душа или разум может быть заперт в состоянии между циклами перерождения или возвращения. Это может быть связано с внезапной смертью, эмоциональной привязкой или даже энергетическими нарушениями. И тогда задача таких разумов — найти проводника, человека, способного принять сигнал. Такие проводники — это не избранные, а чувствительные, открытые, интуитивные люди. Именно они чаще сталкиваются с ощущением чужого присутствия, резкими образами без причин и сны, от которых не остается сомнений. Именно им передаются фразы, которые не звучат во внешнем мире, но врезаются в разум. Что же хотят сказать те, кто наблюдает из-за грани? Судя по собранным материалам, они хотят, чтобы мы осознали иллюзорность границ между мирами. Они хотят, чтобы мы поняли, все, что мы делаем здесь, создает последствия не только для нас, но и для них. Мир умерших — не окончание. Это смежное пространство, в котором остаются те, кто не успел сказать главное. И если мы слышим их, значит, время все еще идет, даже по ту сторону.